Доброе утро. Здравствуйте, Владимир Ильич. Американец уже ждет. Отлично. Зовите его сюда. Мистер Ленин, я рад приветствовать вас. Счастлив познакомить читателей моей страны с вашими мыслями. Товарищ Чечерин просил меня встретиться с вами и ответить на ваши вопросы. Я к вашим услугам. Мистер Ленин, что вы можете сказать о нынешнем положении Советской России? Мы сейчас переживаем переломный момент. Основные силы иностранной интервенции и внутренней контрреволюции разгромлены. И мы вплотную подошли к вопросу мирного социалистического строительства. Ну, конечно, опасность еще не миновала. Все еще тянутся переговоры о мире с Польшей. И если под давлением французского империализма поляки создадут конфликт и сорвут мир, мы ничего сделать не можем. Для того, чтобы примириться, нужны добровольные согласия двух сторон, а не только одной стороны. Вы имеете в виду добрую волю двух государств? Безусловно. Мистер Ленин, говорят, что вы собираетесь привлечь весь мир под свое знамя. Каким путем вы хотите это сделать? Путем войны? Это ерунда. Мы будем привлекать другие народы под знамя социализма и коммунизма силой примера, доказывая преимущество социализма перед капитализмом практическими достижениями нашего хозяйственного строительства. Извините, это самый важный вопрос. Прошу вас повторить вашу мысль. Охотно. Мы говорили и говорим, что социализм имеет силу примера. Насилие имеет значение только по отношению к тем, кто хочет восстановить свою власть. Но этим исчерпывается значение насилия. И дальше вступает в силу влияние и пример. Нам надо практически на деле показать значение коммунизма. Понимаю, мистер Ленин, понимаю. Мы рассматриваем установление взаимовыгодного сотрудничества с деловыми буржуазными кругами как первый шаг по пути нормализации отношений с капиталистическими странами. В установлении и развитии экономических связей, торговли мы видим гарантию, ну, одну из гарантий против новых войн. Вам надо торговать? Надо. И нам надо торговать. Мы хотим торговать с выгодой для нас, а вы хотите торговать с выгодой для вас. Отличная основа для того, чтобы сесть за стол переговоров. Нам дороже всего мир и полная возможность посвятить свои силы восстановлению хозяйства. А противоречия между нами мы будем разрешать не на полях войны, а в борьбе на хозяйственном фронте. Мистер Ленин, вы уверены в этом? Убежден. Убежден. Но вместе с тем, пока наша Советская Республика остается единственной среди капиталистического мира, мы не можем думать об исчезновении военной опасности, новой войны. Угроза нападения остается. Мы должны быть начеку. Мы должны укреплять свою армию, чем мы и занимаемся. Поэтому напишите, что глубоко ошибаются те, кто хотят навязать советской России унизительные условия. Советская Россия не позволит обращаться с собой как с побежденной страной. И если правительства капиталистических стран попытаются взять такой тон по отношению к нам, то они совершат большую глупость. Понимаю, мистер Ленин, понимаю. Так ли я вас понял, что вы готовы заключить мир со всеми, без каких-либо изъятий? Безусловно. Хотя, как вы сами понимаете, нам не безразлично, имеем ли мы дело с теми представителями буржуазного лагеря, которые тяготеют к пацифизму. Ну, пусть даже самому плохенькому. И с точки зрения коммунизма, не выдерживающего даже и тени критики. Вы имеете в виду? Ллойд Джорджа. Именно.
В Англии еще до сих пор сильны позиции Черчилля. А Ллойд Джордж, который хочет с нами завязать деловые отношения, не отваживается открыто порвать с теми политическими и финансовыми кругами, которые поддерживают политику Черчилля. Мистер Леннон, вы говорили о силе примера. Но я читал много отчетов рабочих делегаций, французских, германских и британских, которые посетили Россию. Мне кажется, что эти отчеты принесли вам больше вреда, чем вся антибольшевистская пропаганда вместе взятая. Вы так думаете? Давайте с вами заключим договор. Вы от имени антибольшевистской пропаганды всего мира, я от имени Советской Республики. И пусть по этому договору к нам в Россию приезжают делегации рабочих и крестьян всех стран, с тем, чтобы они прожили в России месяца полтора. И если после этого отчеты этих делегаций будут полезны антибольшевистской пропаганде, тогда расходы по посылке этих делегаций возьмет на себя международная буржуазия. Но принимая во внимание, что буржуазия всех стран крайне бедна и слаба, а мы в России богаты и сильны, я берусь исхлопотать у советского правительства такую льготу, по которой 3/4 оно возьмет на себя, и только 1/4 ляжет на плечи миллионеров всех стран. Но, мистер Леннон, мы с вами в неравноправных положениях. У вас есть полномочия, у меня их нет. В таком случае не откажитесь всегда и везде пропагандировать договор между Советской Республикой и международной буржуазией, разумеется, в пользу антибольшевистской пропаганды. Мистер Леннон, у нас ценят юмор, очень ценят. И последний вопрос, он не относится к теме нашего интервью. Почему у вас такое хорошее настроение? Настроение? Вы знаете, я сегодня ночью был в общежитии у студентов. Очевидно, поэтому. Да, именно поэтому. Нам нужно подробно остановиться на вопросе о том, чему мы должны учить и как должна учиться молодежь, если она действительно хочет оправдать высокое звание коммунистической молодежи. И, естественно, как подготовить ее к тому, чтобы она сумела достроить и довершить то, что начали мы. Я думаю, что это является главной задачей, стоящей перед таким высоким, уважаемым собранием, как ваш Третий съезд Коммунистического союза молодежи. Итак, первым и, казалось бы, самым естественным ответом является тот, что союз молодежи и вся молодежь вообще, если она хочет перейти к коммунизму, должна учиться коммунизму. Но ответ учиться коммунизму, очевидно, является слишком общим. Что нам выделить из той общей суммы знаний, чтобы получить знание коммунизма? Что? Тут нас поджидает целый ряд опасностей, которые сплошь и рядом проявляют себя тогда, когда задача учиться коммунизму ставится неправильно или понимается слишком однобоко. Естественно, что на первый взгляд приходит в голову мысль, что учиться коммунизму – это значит усвоить ту сумму знаний, изложенных в коммунистических брошюрах, книгах и трудах. Но, по-моему, такое определение изучения коммунизма было бы слишком грубо и недостаточно. Если бы изучение коммунизма заключалось только в том,
чтобы усвоить ту сумму знаний, изложенных в коммунистических брошюрах, трудах и книжках, то мы слишком просто получили бы коммунистических начетчиков и хвостунов. Простое книжное усвоение того, что говорится о коммунизме в книгах, в высшей степени неправильно. Без работы, без борьбы знание коммунизма ничего не стоит, ибо оно продолжает старый разрыв между теорией и практикой. Тот старый разрыв, который составлял самую отвратительную черту старого буржуазного общества. Еще более опасным, думаю я, было бы, если бы мы эту опасность вовремя не поняли и не направили бы всю нашу работу на то, чтобы эту опасность устранить. Тогда наличие 500 000 или 1 000 000 людей, молодых юношей и девушек, которые после такого обучения коммунизму будут называть себя коммунистами, принесло бы только великий ущерб для дела коммунизма. Очевидно, мы должны сказать себе, что нельзя стать коммунистом, не усвоив того, что накоплено человеческим знанием. Повторяю, было бы ошибочным думать так, что достаточно усвоить коммунистические лозунги, выводы коммунистической науки, не усвоив той суммы знаний, последствием которых явился сам коммунизм. Очевидно, мы должны сказать себе, что коммунистом можно стать лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество. Это надо иметь в виду и тогда, когда говорим мы, например, о пролетарской культуре. Без ясного понимания того, что только точным знанием культуры созданы всем развитием человечества, только переработкой ее мы можем создать пролетарскую культуру, без такого понимания нам этой задачи не разрешить. Пролетарская культура не является выскочившей неизвестно откуда и не является выдумкой людей, которые считают себя специалистами по пролетарской культуре. Все это сплошной вздор. Пролетарская культура является закономерным развитием тех запасов знаний, созданных человечеством за всю историю своего существования. Вот эти пути дорожки подводили, подводят и будут подводить к пролетарской культуре. Доброй ночи. Здравствуйте, Владимир Ильич. Добрый вечер. Владимир Ильич, требования наркомфина закрыть Большой театр должны быть отвергнуты со всей решимостью. Так. Так в чем же дело? Не знаю. Я ваш проект давно подписал. То есть как подписал? Очень просто, как обычно, подписываю. А я не посмотрел? Наверное. А я был убежден, что придется драться, убеждать. И сел в лужу. Но в какую? Ну вот. Действительно. Чего же вам голову морочу? Не знаю. Скажите, Анатолий Васильевич, как у нас с конкуренцией молодых явлений? Представьте себе низвержение Помпеи. Все занимаются искусством, все тянутся к искусству. Художники работают с таким азартом, с таким наслаждением. Каждый день приходится разбираться в разных новых проектах. Один фантастичнее другого. Возьмите театральное дело. А что такое семперанте? Театр импровизаций.
А романеск? Театр героической драмы и комедии. Очень интересно. А Теревсат. Теревсат. Театр революционной сатиры. Очень интересно. Скажите, Анатолий Васильевич, а не потворствует ли наркомпрос некоторым, мягко выражаясь, бесперспективным начинаниям? Если я иногда и поддерживаю его искусство, его эксперименты, то только в надежде, что молодые, дерзкие, смелые леваки раньше всех поймут, что надо рабочему классу, и станут виртуозными барабанщиками красной культуры. Я понимаю вас, Анатолий Васильевич, но многое зависит от нашей позиции, от нашей линии. Больше всего меня волнует молодежь. Мне часто жалуются на молодежь. Владимир Ильич, не слушайте вы жалобщиков. Посмотрите сами. Да уж придется. До свидания, Анатолий Васильевич. До свидания. Добрый вечер. Добрый вечер. Какие новости? Владимир Ильич, звонили из Московского совета. Завтра выдачи хлеба не будет. Напишите телеграмму Наркомпрода Украины с предписанием срочно выслать 40 вагонов продовольствия для центра в связи с тяжелым продовольственным кризисом. От рабочих рудника «Третий интернационал» вам подарок 30 тысяч пудов антрацита. Поблагодарите и передайте, что принимаю с удовольствием для передачи московскому пролетариату. Эйсмонт принес записку о снабжении демобилизуемых красноармейцев тканями. Ну, это завтра. Владимир Ильич, звонила Надежда Константиновна. Пришла Клара Цеткина, они сели ужинать. Вас не дождались. Пожалуйста, позвоните Лутовитинову и попросите его прийти ко мне завтра утром. Скажите, что меня интересует положение дел в ЦСПС. С 11 до часу пригласите ко мне Нагина, Осинского, Луначарского, Теодоровича, Покровского и Белокуна. В 1:30 совещание по сырью. 3 часа, если Чичерину удастся перенести турецкую делегацию, я выступлю на губернской конференции крестьян. Оттуда уже звонили. Хорошо. В 6 часов турецкая делегация. И попрошу вас, позвоните, пожалуйста, в Румянцевскую библиотеку и попросите на ночь философские словари. Те самые, что брал осенью. Утром будут на месте. Хорошо, Владимир Ильич. Спокойной ночи. До свидания. Здравствуйте, Надя. Здравствуй, ты почему так поздно? Пленум закончился в 9. Пришлось посидеть над докладом. А ты что, правда сегодня не читал? Вероятно, это манеж принесла. А, да, это завтрашнее. Завтрашнее, да. А мы решили чаевничать без тебя. Мы с Кларой сегодня так устали, набегались. Чем вы ее угощаете? У нас есть немного хлеба, чай и сыр. Сыр? Да. Серго прислал с Аказии. Что, Инночка здесь? Да. Мы с Маняшей ее на суд пригласили. Приглашали и Варю, но у нее какое-то собрание. Знаешь, Володя, мне кажется, что девочки очень трудно живут. Как не спросишь, у них все есть, всем довольны, не замерзают, а посмотришь, белые как мел. Да. Может быть, поедем сегодня, проведаем Варю? Поедем, но не сегодня. Устал. Устал. Пойдем.
Добрый вечер, сударыня. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Подсаживайся к нам. Но самая центра города поразительно. Пятна, кубики, квадраты, 1 геометрия. Ваши художники сделали из, verstehen Sie, стена города, большая выставка. Это стены домов. Они рисуют на лавках, на домах. Монастырь тоже весь в рисунках. Да, Страстной монастырь. А около Кремля сад Александровский, столетние липы. Футуристы решили украсить этот сад к 1 мая. Что же они сделали? Они выкрасили все деревья в фиолетовый цвет. Но мы их, вправде, пропесочили как следует. Да, это было ужасное зрелище. Какая-то сумасшедшая жаста творить. За эти несколько дней я буквально утонула в море культуры. Театр, вернисаж, вечера поэтов. Это поразительно, это затрагивает, это говорит о многом. Я вижу титанизм большевиков. Нет. Титаническую работу большевиков культуры. Все хотят пробить новую дорогу для нового искусства. Verstehen Sie mich? Клара, sprechen Sie Deutsch, Sie haben leichter. Ja, danke. Am meisten Больше всего меня потряс небывалый расцвет творческих сил. Такой радостной атмосферы творчества не было нигде и никогда. Все, с кем мне приходилось говорить, я имею в виду людей искусства, охвачены сумасшедшей жаждой творчества. А это характерная черта только свободного человека. Не скрою от вас, иногда я наблюдала неуверенности, неясные нащупывания, пробные шаги, пустые эксперименты, даже модничание, подражание, слепое подражание тому, что делают в Париже или Берлине. Но и в зеленых океанских волнах бывает белая пена прибоя. Я пойду. Очень похожая на мать. Когда я получила телеграмму, умерла Инесса Арманд, но я была убита, мертва. Я прекрасно помню Инессу. Это был большой друг. А что делает ее дочь? Иночка успела побывать на фронте, была политработником в Астраханском округе, а сейчас работает в Московском комитете партии. А вот ее сестра Варя будет художницей. Она учится в высших художественно-технических мастерских Футемаса. Футемас. Надо запомнить и обязательно прийти туда. Молодежь очень увлекательна. Владимир Ильич, словари достали, привезут через час. Спасибо, Инночка. Вот вы говорите, что есть очень много интересного. Но не кажется ли вам, что есть много и художественного лицемерия? Мы чересчур большие неспровергатели живописи. Старое искусство сплошь и рядом нами не признается. Я с этим не согласен. Мне кажется, красивое нужно сохранять. Нужно взять его за образец и исходить из него, даже если оно старое. Почему мы должны отворачиваться от истинно прекрасного, отказываться от него и не взять его за образец для развития дальнейшего только на том основании, что оно старое? По-моему, это ерунда. Конечно, никто не призывает
отталкиваются от старого, чтобы строить старое. Нет, новые, конечно, новые, но когда берут нечто и объявляют это нечто новым, и все должны ему поклоняться только потому, что оно новое, по-моему, это бессмыслица, сплошная бессмыслица. Но почему произведения футуризма, кубизма и прочих измов – это высшее проявление художественного гения человечества? А все искусство прошлого что надо зачеркнуть? Простите, а разве и у вас так стоит вопрос? Вот вы все ворчите, а молодежь ко всему этому по-другому относится. Да-да, слово Инночка. Ну, сударыня, отвечайте. Мне это не близко, но мне Варя рассказывала. Маяковский, он футурист, они его очень любят. Да, дорогая Клара, ничего не поделаешь. Очевидно, мы оба старые, и за новым искусством нам не угнаться. Но в этом нет ничего страшного. Важно не наше мнение об искусстве. Важно также не то, что дает искусство нескольким сотням или даже нескольким тысячам. Очевидно, искусство должно принадлежать народу. Но чтобы искусство пришло к народу, а народ к искусству, нам еще очень много надо делать. Очень много. Ну, в смысле образования мы делаем много. Многое только по сравнению с грехами прошлого. Ну, это я понимаю, но с точки зрения сегодняшнего момента много. Все это капля в море. Нам нужна революция. Подлинная культурная революция. Безграмотность плохо уживается с задачами строительства. Нам, Клара, гигантски не хватает культурных работников из рабочих и крестьян. Мы вынуждены обращаться к чиновникам старого стиля. И у нас уже кое-где начинает вырастать цеховой бюрократизм. Я его от души ненавижу. Правда, среди чиновников встречаются иногда и дельные люди. Но я ненавижу бюрократическую систему. Она парализует дело. Она вносит разврат как внизу, так и наверху. Я убежден, что самым решающим фактором для уничтожения бюрократизма, а также для создания нового искусства будет широкое народное образование и повышение культуры. А каковы же ваши перспективы? Перспективы на будущее. В первую очередь, самое широкое народное образование и воспитание. Оно создаст почву для культуры. На этой почве вырастет действительно новое, действительно коммунистическое искусство, которое создаст форму, соответственно, своему содержанию. И это искусство будут творить те, кто сегодня молод. Конечно, эстетические симпатии, антипатии могут быть разными, когда идет речь о конкретном произведении. Нельзя преступно подгонять всех под один знаменатель. Это было бы ни с чем несравнимое и неоправданное давление на людей. Но я боюсь, что все эти погружения в измы, которые нынче так модны, в конце концов, не явятся ли они объективно для молодежи отрывом, бегством от революции? Или это болезнь роста? Наверное, машина за Кларой. Да-да, очень поздно. Да, Клара, вопросы, вопросы, вопросы и вопросы. Этот разговор очень интересно. А мы его продолжим. Я вас завтра жду в 10 утра. Да, я помню, все записано. Нет, наша Клара. А почему сестра не поехала? Или действительно собрание? Действительно, Как она живет? Ей хорошо в общежитии? Там тепло? Как питание? все хорошо. Все хорошо, Надя. Все хорошо. Спасибо. Итак, Клара, значит, завтра в 10. Да-да, я помню. Спокойной ночи.
Все. Все хорошо. Я провожу Клару. Значит, молодежи нравится. Нравится. Так. Надя, поедем, навестим Варю. Посмотрим, как молодежь живет. Там же все художники. Да. Как раз к нашему разговору. Когда? Сейчас? Конечно. Володя, 12 час. А какие же студенты ложатся спать в 12 часов? Таких нет. Поедем, я уже отдохнул. Знаете, как они будут рады? Ох, выдумщик ты, Володя. Ну и отлично. Я иду вызывать машину, а вы, сударь, не извольте побыстрее одеваться. А то прокопаетесь до утра. Где 82-я квартира? Выше. Кого ищете? Квартиру 82. А там кого? Варя Арманд. Лезьте выше, она сейчас идет собрание. Ну, извольте, сударыня, лезь наверх. Тут уже близко. Угу. Это кухня. Здесь они обедают и ужинают. Так. Куда дальше? Товарищ, это кто пришел? Товарищ Ленин? Что там, ребята? У нас Ленин. Здравствуйте. Здравствуйте. Товарищ Ленин. Тихо, ребят. Товарищ Ленин, ведь мы вас не узнали. Мы тоже хотим с вами поговорить. Да, очень. Если не возражаете. Ну, если хозяйка не против. Ну что вы, Владимир Ильич. Ну, если хозяйка не возражает, пожалуйста, проходите. Можно. Ребята, можно, заходите. Располагайтесь. Ну что ж, здравствуйте. Здравствуйте. Ну расскажите, как живете? Хорошо. Вы что же теперь все время хором будете отвечать? Значит, хорошо живете. Так. Ну, по вашему-то виду не скажешь, что очень хорошо. У него температура 38, а то и он лучше выглядит. Так, ну, расскажите о работе, учебе. Хорошо. Через 5 лет. Вашу речь штудируем. Какую речь? На третьем съезде Союза. А зачем ее штудировать? А мы хотели разобраться. Много спорили. Интересно, а можно поподробнее? А пусть Артем Дело в том, что я был на съезде. Делегатом? Да, с решающим голосом. Дело в том, что в вашей речи было много неожиданного. Это я заметил, но почему? Ну, дело в том, я хочу сказать, что мы все в то время жили горячкой, гражданской войной, лозунгами, ожиданием мировой революции со дня на день. А вы с учением, безграмотностью, чистотой, распределением пищи, подгородными огородами, опять учением. Так. Ну, я хочу сказать, мы о старой школе ведь сами по принципу шапками закидаем. Ком-чванство на основе ком-увлечения у нас хоть отбавляй. А вы, старая школа и такая, и сякая, это верно, но извольте выбрать из нее то, что нужно для коммунизма. Я не искажаю вашу позицию? Нет. Ну вот, мы долго обсуждали
ваше выступление, неудовлетворенность вашей речи была большая. И мы решили, что вы просто не понимаете задач юношеского движения, поскольку оторваны от него. Ну и возраст, конечно. Так-так. Но потом, я хочу сказать, произошла определенная переоценка. Мы решили, что вы в определенной степени правы. А мы не правы, но вот и учимся, я хочу сказать. Ну и как у вас получается? Хорошо, получается, Владимир Ильич. Вот только сегодня на ячейке постановили, чтобы профессура перерабатывала программы при участии студентов. А то не только говорят, а дела никакого. Теперь вот дело пойдет. Вот как? Только сегодня. Так ведь, Владимир Ильич, очень трудно и учиться, и учить учителей. Они ко всему относятся спустя рукава. Пока их обломаешь, нужно много времени. И то мы кое-чего добились. А вы с водой ребенка не выплесните? Что, Владимир Ильич, мы выплескиваем только идеалистическую воду. Ну, если только идеалистическую. Но лучше осторожнее. Попросите людей знающих. Мы организовали общежитие исключительно силами студентов. Мы организовали ячейку комсомола. А вы, значит, постарше. Мы РКП. РКП. Мы большевики. А мы и так, Владимир Ильич, по сравнению с другими вузами идем впереди. У нас теперь рабфак будет. Ну и что же вы делаете в школе? Должно быть, с футуристами боретесь? Ну что вы, Владимир Мы Ильич? же сами все футуристы. Я и маженист. Долой маженистов! Мы футуристы. Даешь футуристов! Даешь футуристов! Ах, вот как, это занятно. Нужно будет с вами поспорить, непременно. Нужно поспорить. Мы вам, Владимир Ильич, доставим литературу, и мы уверены, что и вы будете футуристом. Не может быть такого, чтобы вы не были футуристом. Может быть, чтобы вы, старый революционер, были задряхлый, гнилой реалистический хлам. Тем более, что футуристы пока что единственная группа, которая идет вместе с нами. Остальные тю-тю к Деникину. Ну, я теперь прям боюсь с вами спорить, с вами не сладить. А вот почитаю, и тогда посмотрим, кто кого. Мы вас. Посмотрим. Я ведь так тоже просто на лопатки не лягу. Диспут назначается на послезавтра в то же самое время здесь. У нас как раз свободный вечер. Договорились? Я попрошу дать мне время побольше. Надо как следует подготовиться. Ведь вы же спецы в этом вопросе, а я профан. Ну, сколько? Я тогда сообщу вам через Варю. Не возражаете? А это что? Тоже футуризм. Кто автор? Покажите-ка на свет. Вот. Это я. Называется «Динамические линии». Имеет прикладное значение. То есть? Так надо красить все паровозы. Такая раскраска отразится на скорости движения. Динамические линии переходят в резкое увеличение скорости. Ну вот, спецы саботируют. Завтра пойду к товарищу Дзержинскому. А вы, простите, физику начали изучать? Скоро приступаем, Владимир Ильич. Разрешите хоть один так покрасить? Не знаю, боюсь что-нибудь обещать. Я ведь не спец в этом вопросе. Ну, а как вы относитесь к обычной живописи? Мне говорили, отвергаете. Частично. Мы считаем, что живопись, как и все искусство, должна идти в ногу с революцией, в ногу с партией. Она должна отражать мировоззрение и классовую точку зрения пролетариата. Правильно. Хорошие слова. Я бы добавил и открыто отстаивать идеалы социализма, если не возражаете. Не возражаем. Мы считаем, что живопись должна быть пронизана духом классовой борьбы пролетариата. Должна быть политически острой, выйти из музеев на улицу и мобилизовать массы на революционную борьбу. Декларация чудесная. Но как это вы себе представляете? Мы ищем. Но одно мы знаем точно, что единственный путь революционного искусства – это футуризм. Поэтому мы и хотим вас сделать футуристом. Владимир Ильич, неужели вы можете выступать за станковую живопись? Мне редко, правда, но все-таки удавалось заглядывать в Парижский музей. И вы знаете, там много интересного, в том числе и станковая живопись. А может быть, правильнее будет
если у нас будет много разных художников, а судьей будет народ. Рабочий класс, крестьянство, наша интеллигенция, все мы молодые и старые. Нет, Владимир Ильич, вы ошибаетесь, потому что плохо знакомы с футуризмом. Футуризм – это коммунистическое искусство. А вот… Ну, не знаю, не знаю. А не бывает ли так? Лозунги революционные, форма сверхреволюционная, а на деле уход от революции. Уровень художественный ниже всякой критики, зато лозунгов много. Ну, вот это. Что это? Это Серега. Серега, объясни. Этот рисунок я сделал для сборника памяти Кропоткина. Так. А что это изображает? Это Владимир Ильич ничего не изображает. Старые художники обманывают себя и других, что они умеют изображать. Никто не умеет. А мы учимся, и нашей задачей является связать искусство с политикой. И мы непременно свяжем искусство с политикой. Это я уже слышал. Но как вы хотите связать искусство с политикой? Владимир Ильич, мы пока еще не умеем, но все-таки добьемся этого. А пока только к этому и готовимся. А это же есть аналитическое изображение основных элементов. Ну, чтобы научиться владеть им, для того, чтобы соединить элементы в одно целое. Ну, может быть, может быть. Владимир Ильич, вот вы сказали, что судьей должен быть народ. Хорошо, но а кто же должен командовать, руководить в искусстве? Командовать не должен никто. Руководить партия. Высокообразованные, одаренные люди, которых партия выделяет из своей среды и доверяет им это деликатное и очень важное дело. Согласен. А это что такое? А это города будущего. Вы и об этом подумали? Ну а как же, Владимир Ильич, ведь это же будет такое время, что… Весьма любопытно. Я, знаете, тоже иногда между пудами картошки и вагонами хлеба об этом подумываю. Ну, я словами плохо могу выразить, я вам лучше рисунки покажу. Пожалуйста. Вот такие будут комнаты. Светло, удобно, красиво. Это город коммунизма. Передвигаться будут на аэропланах. Это городок молодых граждан. От 3 до 10. Их воспитывает общество. Это торжественный дворец. А это дворец интернационализма. Прекрасно, товарищ. Прекрасно. Большое спасибо. А вы что же, тоже футурист? Ну, а как же? Надо разобраться с этим футуризмом. Этот мне определенно нравится. А вот предыдущий с паровозом, извините, не понял. Прекрасно. А это ваша стенгазета? Душ 20 номеров выпустили. Владимир Ильич, вот первый номер. Мы разносчики новой веры красоты, задающие железный тон. Чтоб природами хилыми не осквернили скверы, в небеса шарахаем железобетон. Маяковский. Шарахаем. Так ведь это, пожалуй, не по-русски. Зато по-пролетарски. Нет, Владимир Ильич, это точное выражение экспрессии мысли. Ну, насчет экспрессии не знаю. А вам Маяковский, конечно, нравится. Мы его даешь Маяковский! Владимир Ильич, нам Маяковский близок, потому что он революционный футурист. Знаю, знаю. Читал газетную полемику. А окна роста? Разве это не художественная работа? Маяковский пришел к нам и позвал в Роста. Он доказал нам, что только в Роста возможна настоящая творческая работа.
Ребят, вы помните, он сказал? Сейчас не время писать тоскующих девушек и лирические пейзажи. Сейчас нужно писать агитационные плакаты. Красная армия, истекающая сейчас кровью, картинки ни к чему. Владимир Ильич, вот эти окна роста. Они делались здесь у нас. Разве это не революционное искусство? Это интересно. Это даже хорошо, не спорю. Владимир Ильич, а один агитпробщик сказал, что искусство вообще не имеет будущего. Ибо рабочему классу, когда он встанет на ноги, понадобится не искусство, а наука. А раз так, то и Маяковский в будущем не понадобится. Разве это правильно? Наверное, это был не агитпробщик. Прислушиваться к нему не надо. Правильно! Правильно! Значит, Маяковского любите? А вы читали Маяковского? Вы Каменского почитайте «Паровозный обедник». Долой Каменского, лучше машинистов. Да всех их долой, оставим только Маяковского. Ну и машинистов тоже любят. Да кто их любит? Кто их любит? Их всех их долой, Ахматову и Каменского. Калантай долой. Калантай? А почему же Калантай долой? Ведь она стихов не пишет. А это вот пусть Рыжий скажет. Пусть Рыжий. Ну, Рыжий так Рыжий. Давайте его сюда. Я здесь, Владимир Ильич. Мы обвиняем Калантай. В чем же? Можно я прочту? Это что, целый реферат? Тогда, если можно, тезисно. Хорошо, тезисно. Товарищ Калантай, не клевещите. Вы заявили, что пролетарская культура должна строиться и с мужской, и с женской точки зрения, что борьба женщин за самостоятельность ставит ее в ряды пролетариата, и что тому и другому можно учиться по стихам. Возьмем для примера стихи одного чистого лирика. Вся поэзия носит резко выраженный, страдальческо-надрывный, слезливо-болезненный характер. Разберемся. В книге «Четки», про которую говорит Калантай, слово «смерть» и производные от него встречаются 25 раз. Слово «тоска» 7 раз, «печаль» 7 раз, и «томление» 7 раз. Мука, боль, грусть, горе, скорбь, тяжесть, соответственно, по 3 раза. Вот перлы. Как не весело нам вместе. Скорбные скрипки. Горько вспоминаю тяжкий день. Горькие слова. Из эпитетов особенно часты. Тайный и страшный. Ну а где же слова революция, красное знамя, гражданская война, пролетариат? Этих слов в книге нет. Товарищ Калантай говорит относительно пролетарской трактовки любви в произведениях поэтов. С точки зрения товарища Калантай, поэзия воспевает новую, самостоятельную любовь. Но для марксиста, товарищи, это еще ничего не значит. Ему важно, что под этим кроется, чем социально характеризуется поэзия. Вот дает. Вновь беру четки и выписываю названия вещей. Ну, мир вещей, пожалуй, наиболее показателен для личности поэта. Самое частое слово в книге – окно, 18 раз. Затем гостиная, столовая, спальня, терраса по 7 раз. Крокетная площадка, оранжерея, парник, платок, вуаль, кольцо, устрица. Итак, маленькая, узкая, будуарная, квартирно-семейная поэзия. Любовь от спальни до крокетной площадки. И это рекомендуется работницам. Еще одна показательная черта. Любимые суффиксы поэта уменьшительные. Рожок, прудок, хлыстик, лампадка, ветерок, тропинка, снежинка. И вот это томное, инфантильное, это называется новой культурой? Не клевещите, товарищ Калантай! Да, так можно все. Даже Пушкин. Конечно, можно, даже нужно. Я скоро это проделаю. Это универсальный метод. Да, так можно все. Даже Пушкин. Но ведь тогда ничего не останется. Вы не находите. Вы в Большой театр, в оперу ходите. Что? Ну, что совсем ничего интересного нет. Как же так? А вот товарищ Луначарский очень бьется над тем, чтобы сохранить оперу. Это старье. Старье. А где же новые? Вы-то сами ничего нового не указываете. Как же быть? Есть новое. Маяковский новое. А разве это не новое?
Бейте в площади бунтов топот, выше гордых голов гряда. Мы разливом второго потопа перемоем миров города. А это? Вам, которые сквозь дым и чад, жизнью, едва державшейся на йодке, ржавым железом, шестерней скрежеща, работали все-таки, делали все-таки. Вам неумолкающих слав слова, ежегодно расцветающие, вовеки не вянув. За нас, замученные, слава вам, миллионы живых, кирпичных и прочих Иванов. Есть лучше. Через час отсюда, в чистый переулок, вытечет по человеку ваш обрюзгший жир. А я открыл столько стихов шкатулок. Я, бесценных слов, мод и транжир. Вот вы, мужчина, у вас в усах капуста где-то недокушенных, недоеденных щей. Вот вы, женщина, на вас белила густо. Нет, вот это лучше. Это душа моя клочьями порванной тучи в выжженном небе на ржавом кресте колокольни. Где глаз людей обрывается куцей главой голодных орд, в терновом венце революций грядет 16-й год, а я у вас его предтеча. Только это. Довольно жить законом, данным Адамом и Евой. Клячу истории загоним. Левой, левой, левой. Тише, ребят, тише. Так все равно не договоримся. Конечно, Владимир Ильич, нового еще мало, но все-таки оно есть. Все мы по-разному понимаем это новое, но зато все мы единодушно против Евгения Онегина. Евгения Онегина нам Евгения Онегины нам в зубах навязли. Правильно, Серега. Мы против Евгения Онегина. Правильно. Вот как. Значит, вы против Евгения Онегина. Ну уж мне тогда придется быть за, я ведь старый человек. Ну, а как вы считаете Некрасова? Единого мнения у нас нет, Владимир Ильич. Но все-таки согласитесь, что для нашего времени он устарел. Нам нужно другое. Ну, не знаю, не знаю. А я люблю Некрасова. А вы, значит, против Евгения Онегина. Вот приеду в следующий раз, тогда поспорим. Товарищ Ленин, а что вы думаете о международном положении? Мир скоро подпишут? Думаю, что скоро. А подробнее вы не смогли бы? Вы не смущайтесь, здесь все члены РКП. Ну, раз вы РКП, тогда действительно постараюсь не смущаться. Вы знаете, что войну с Польшей мы закончили осенью, заключив перемирие. Переговоры о мире длятся в Риге уже 5-й месяц. Все наши враги всякими кознями и интригами стараются сорвать этот мир. В последнее время дело дошло до того, что приходилось опасаться серьезного кризиса. Но мы решили пойти еще на некоторые уступки, не потому что считали это справедливым. А потому что считали важным сорвать интриги русских белогвардейцев Антанты, которые стремятся этот мир не допустить. Владимир Ильич, а правильно будет так полагать, что мы не боимся делать уступки по отношению к буржуазной Польше, также для того, чтобы оторвать польских рабочих крестьян от Антанты и доказать им, что рабоче-крестьянская власть национальной грызнёй не занимается. Абсолютно правильно. Значит, мы можем быть настроены оптимистически. Думаю, что можете. Хотя это только догадка. Не следует хвалить утро, пока не наступит вечер. А внутреннее положение? Положение ухудшилось. Рост бандитизма и кулацкие восстания. С продовольствием и топливом громадное ухудшение. Прошлый год мы истратили в первом полугодии 15 миллионов пудов хлеба. Во втором только 8. А в этом году уже в первом полугодии израсходовали 25 миллионов пудов. Сейчас мы должны срочно сократить паёк. И даже нет уверенности, что его будем выдавать регулярно. Очевидная ошибка заключается в том, что мы неправильно распределили хлеб в первом полугодии. Нельзя было расходовать 25 миллионов и ничего не оставить на черный день. Так хорошие хозяева не поступают. А Сибирь? Сейчас из Сибири подвоза нет. Кулацкие повстанцы перерезали железную дорогу. Так что с 1 по 10 марта улучшений с продовольствием не будет. Придется еще на одну дырочку пояса затянуть. Спасибо, что вы так честно все рассказали. А то находятся некоторые даже в наших рядах. Я не буду персонально уточнять.
Они считают, что нам лучше все рассказывать оптимистически. Я думаю, правда лучшая основа для оптимизма. И мы Владимир Ильич, а я завхоз коммуны. Петя Лямин. Очень приятно, Петя Лямин. Коммуна приглашает вас к себе на ужин. Спасибо, я уже поужинал. Владимир Ильич, пойдемте с нами, там уже все накрыто. Может, чайку попьете? Ну, от чаю я не откажусь. Как, Надя? Нет, а я попробую, чем они тут друг друга почуют. Культурмас — это высшие художественные технические мастерские. Ох уж эти сокращения, сам черт ногу сломит. А вам не нравится сокращение? Откровенно говоря, дорогой товарищ Артем, нет. Но я сам грешен. Это мы же допустили совнарком ЦИК ЦАТО. А нам нравится сокращение. Коротко и понятно, Владимир. Проходите. Проходите. Артем, да. Давай, Петя, сажайте. Пожалуйста, присаживайтесь. Спасибо. Владимир Ильич. давай. Садитесь, Владимир. Пожалуйста. Спасибо. Каша наша, попробуйте. А почему вы... Спасибо. А почему вы называетесь коммуной? А когда у нас тут общежитие было, Владимир Ильич, было много грязи, и мы никак не могли от нее избавиться. Но потом мы постановили и организовали коммуну. Все в общий котел. Ну и сразу чище стало. Это у вас-то чисто, но... Вы посмотрите, Владимир Ильич, в других квартирах. Там ведь невозможно в квартиру войти. А у вас хорошо. Девушки, конечно. А что вы всегда так питаетесь? Всегда. Теперь в Хутымасу дают иногда пайки, мы их складываем вместе и варим сразу на всех. Так что считаем себя вполне обеспеченными. В общем, только дней 10-12 в месяц сидим без хлеба. Самое трудное, Владимир Ильич, позади. Теперь чувствуем себя превосходно. Ну, великолепно. 3 часа. Самое ваше время. Засиделись мы у вас. Приезжайте, ладно, еще. Обязательно приеду. А спать все-таки пораньше ложитесь. А то что же получается? Поучитесь, а сил-то против Евгения Онегина не хватит. Берегите свои силы, пригодятся. До свидания. До свидания. Всего хорошего. До свидания. А город ваш прекрасный, чудесный город. Что на меня произвело самое большое впечатление? Полны радости, жизни. И какие они в туристы. В головах у них, конечно, не все устоялось. Еще никак не могут найти самых точных слов, чтобы выразить себя. Найдут. Они связаны с пролетариатом, найдут. В них много душевного здоровья. Черт возьми, заглянуть бы вперед, посмотреть на них. Да. Доброе утро, Анатолий Васильевич. Да, был. Хорошая, очень хорошая у вас молодежь. Но только чему вы ее учите? Но это верно, футуризм у них наносной, идущий от моды. И я бы добавил от некоторых учителей. Так. Ну, согласен. Позиции наших здесь мы сдавать не должны и не будем. Одно дело сбивающие молодежь с толку взрослые люди, претендующие на то, чтобы вести и учить других. С ними необходима беспощадная борьба, Анатолий Васильевич. И другое дело молодежь, которая учится. Ну, конечно. Таким людям надо всячески помогать, к их ошибкам надо относиться как можно терпеливее. Стараться исправить их постепенно и путем преимущественно убеждения, а не борьбы.
Ну, естественно. Согласен. За самостоятельность молодых художников, но и за полную свободу товарищеской критики их ошибок. Так, мы льстить талантам не должны, Анатолий Васильевич. Нет. Ну и прекрасно. Значит, я вас жду в час, так? Хорошо. Всего хорошего. Доброе утро. Здравствуйте, Владимир Ильич. Американец уже ждет. Отлично. Зовите его сюда. Good morning. Good morning, Mr. Lennon. Very pleased to meet you. I'm very grateful for this opportunity to acquaint the public in the United States with your views. Please, take it.